Ой, союзники, на связи вот Геймер. Как я рад, чтобы вы знали, я фанат игр от Toby Fox. И тут вторая часть, наконец-то у меня ее заказали, год назад она вышла. Погнали. Нет, не хочу начать, потому что тут можно выбрать сразу Go 2. А тут, естественно, одна концовка. Насколько я знаю, и в 7 главе тоже будет одна концовка. Сразу пояснительная беседа, если хотите, перематывайте. Вот, проходил я Дельтарун 2 года назад с лишним. 2 года и 7 месяцев, примерно так. В феврале 2020 года. Короче, да, даже больше получается. Естественно, уже 100 раз винду переустановил. Сейф я тогда не сохранил. Ну и неважно, поскольку это не Undertale, тут как бы все по-своему идет. Можно разве что пути другие выбирать. Тут, например, Snowgrave будет, да? Типа геноцид. Но вы выбрали, чтобы я был максимально добрым, так что никакого Snowgrave. Так, что ж, глава 2, Кибермир. Поехали. Поехали. Выбирайте, кстати. Можете зайти в плейлист. Дельтарун. Там все есть. Дельтарун. Блин, настолько фанат игр от Toby Fox, что у меня на главной странице этот стоит. На шапке канала, короче, ретро-игры. И рядом игра Undertale. Потому что для меня это лучшая современная игра. Именно из современных. Настолько я ее люблю, даже больше, чем ретро-игры некоторые, прикиньте. Короче, Toby Fox замечательный человек. И надеюсь, что он действительно приобрел себе хотя бы команду, кроме Тем, еще кого-то. Но потому что раз в 3 года выпускать главы, получается, через 17 лет все выйдет. Ну уж извините, останется ли мой канал жив. Ладно, не будем о грустном. Заходите в плейлист и можете передать летсплей-геймеру из прошлого привет. Ведь там... О, кстати, что это? Транслит? Не, надо было на это делать. Ладно, не будем портить себе игру. Я понял. Но с транслитом было бы весело, окей. Что за файлы глава 1? Ну я понял. Ладно, игра. Окей. Что ж, старт? Тут же на русском. Окей. Назовем себя LPG, как раньше. LPG. Странно, я думал, что эти буквы не будут переводить. Ты чё, я G-то английскую? LPG. Это ваше имя? Да. Короче, плейлист. В плейлисте есть предпоследний выпуск. 2 года назад, который выходил. Передайте, пожалуйста, летсплей-геймеру из прошлого привет. Еще с херовым микрофоном, еще не совсем до конца витюбером, но уже были задатки на тот момент. Поехали. Я там, кстати, передал 2 дня назад. Получается, я из прошлого передал себе в прошлое, сейчас передал себе из настоящего в прошлое, где я передал в прошлое. Крис? Пипец. Крис, солнышко, ты не спишь? Стоп. Это что? Нож? Нет. Снова озвучка от меня. Я посмотрел свое прохождение чуть-чуть, как я кого озвучивал, вспомнил. Крис, признавайся, кто весь пирог съел? Фейспалм. Это ведь твой нож лежит на тарелке, не так ли? О, Крис. Мне что, опять духовку на замок запирать? Ладно, вставай уже, в школу опоздаешь. Школа? О, нет. Как хорошо, что я 100 лет уже там не учился. Тумбочка для одежды. Как всегда, я прохожу подобные игры, читая все. В тумбочке вашего брата лежит $5. Хотите их взять? В конце концов, они вам не очень-то хорошо. Да, мы же добряк. Вы же сказали. Даже после длинной ночи рассвет остается все тем же. Блин, как я рад, а. Под конец лежит старый картридж с игрой глядящих котов. Я уж думал LPG. На нем едва можно различить надпись Кэти и Котти. На рабочем столе висит папка «Моя крутая игра». Внутри лежит куча корявых зарисовок для игры. Похоже, финальный босс выглядит как нечто с гигантскими радужными крыльями. Не похоже, чтобы эта игра была когда-нибудь выпущена на прилавке. Снова мне придется кучище голосов создавать, вспоминать. Чтобы озвучивать сеансы, например. Извините, давно вы не слышали мой этот голос. Птичья клетка. Стоит ей захлопнуться, и выхода уже не будет. Ну как давно? Те, кто новичок на моем канале, те меня и не смотрел. Ваша кровать. Поехали. Будем все осматривать, как я всегда и делаю.
Обычный кактус. О нем нечего сказать. На дне тумбочки лежит книга «Как нарисовать дракона». Главный герой с обложки выглядит весьма откровенно. Ваш брат никогда не вернет эту книгу. Прон, что ли, какой-то? Это то, что они называют тобой. Кто они? Дверь заперта. О, у вас нет времени читать книги. Вообще. Ну, не очень я книгачей, видимо, как и в реальной жизни, да? Онли комиксы. Еще не время умывать руки. Унитаз. Смыть? Традиция. Вы смыли воду. Блин, какая ностальджия. Хоть и 2 года назад проходил, но охереть. На полке душа стоит. Душа. Стоит маленькая упаковка яблочного шампуня. И 5-литровый контейнер шампуня для домашних животных. Чуть-чуть текст изменился, я помню это 2 года назад. На холодильнике висит фотография. На ней изображены вы, ваша мама и брат. В сливе застрял белый мех. На плите осталось немного коричневого теста. Формочка для выпекания пряничных монстриков и человечков. Извините, что так читаю. Это мусорка. Почему-то из нее исходит приятный цветочный аромат. Просто я прям утром записываю. Ну, хоть поесть успел. Это стационарный телефон, но у вас уже есть мобильный. Стурель. Любимое кресло с гостиной. Прямо оттуда и выдран, да? Пыльный телевизор. Похоже, он подключен к розетке. Нет? Ничего? Книга гимнов. О! Что ж, поехали. Ну, поехали, Торель. Без музыки в этот раз? А вот и ты, Крис. Даже Сьюзи пришла раньше тебя. Я не знал, как ее озвучивать, но я вспомнил это. Охереть, вот это память. Эй, Крис, если б я знала, что ты опоздаешь, я бы не мчалась сюда так рано. Сьюзи, пожалуйста, не бей по парте. Относись к школе так, как ты относишься к другим ученикам. Воды, в следующий раз вдарю посильнее. Я не это. В любом случае, доброе утро, Крис. Кос. Нам столько еще надо сегодня сделать. Для начала, продолжим наше чтение со страницы 142. Может, кто-нибудь желает начать? Блин, какое у меня хорошее настроение, охереть, как я ждал этого, Тоби Фокс. Я главный фанат. Я могла бы начать. Нуэль, не утруждай себя. Я с честью и доблестью приму на себя это унижение. Кто не знает, вот эти буквы, которые идут, это есть реальные голоса типа персонажей. На них и ориентируюсь. Не стоит, я могу. Страница 142. Это были лучшие из времен. Это были худшие из времен. Хорошие времена, плохие времена, последственные времена, обычные времена, так себе времена. От его речи ваши глаза закрываются сами собой. О, да ладно, мы сейчас вернемся туда. Хорошо мне, ребята. И прошу, не забудьте про ваши проекты. Крис, ты в порядке? Тебя опять склонил сон на весь урок? Не беспокойся, я не осуждаю, просто беспокоюсь. Обычно ты спишь только в начале урока. Не забудь сегодня хорошо поспать, хорошо? Я уже могу двигаться. А может есть секрет какой-нибудь? Не, под партой? Я все буду смотреть, ребят. Я обожаю эти игры. Извините, я очень рад. Слишком рад. Обои на рабочем столе обновились. Качки супергероя! Джо-Джо! Теперь стоят на расстоянии в 10 сантиметров друг от друга. Над ними надпись о важности дистанции во время школьных танцев. Кажется, ваша мама как-то повлияла на это. Нихера себе, моя мать Джоджо Фак? Интересно. Букет роз. Я думал, это какие-то записки. Похоже на мотивационные цитаты из книг. Не сдавайся, астральный волк. Даже в самые темные времена. Видимо, это из видеоигр. Крис, вся эта работа с партнером. У тебя же бессонница из-за этого, да? Не, все у меня отлично. Я ни в коем случае не зарезался прошлой ночью. Крис, это же хорошо, да? Может, тогда просто... Может, просто потому, что я как Dead Inside выгляжу? А ты как типичная анимешка.
Опять Азриэль болтал с тобой по сети до полночи. Погоди, а как ты? Я надеюсь, что интернет скоро починит. Я не хочу вновь чать. Факт. О, она будет по 2 диалога говорить. Крис, попробуй сегодня выспаться, хорошо? Да? По 2 диалога. Как и раньше, Тоби Фокс держит планку. Мы посмотрели на часы. Похоже, на время для занятий. Воистину, блин, гениальный разработчик. Поглядите-ка, кто же это? Наш школьный зомбарь. Снова как труп, спишь весь урок. Я не помню, как я ее озвучивал, но вроде как-то по-другому. Но голос у нее грубый. В чем дело? Не получилось дойти до кроваточки? У меня тоже, Крис. Как будто я могу спать после вчерашнего. Ждала этого дня, будто целый вечер. А, не помнят, да, оказывается? Типа, это все реально произошло. Лансер, Розей, все, они же... Смотри, ты же думаешь о том же, о чем и я, да? Да погоди, дали уже. Кстати, анимации-то очень хорошие. Тоби Фокс. Ладно, я не перестану хвалить Тоби Фокса. Хорошо, Крис, вот он, момент истины. Все, чего мы ждали, находится за ней. Если мы, откроем дверь, и там ничего не будет, будем ли мы... Да пошло оно, давай уже просто откроем ее. Сьюзи? Да? Ноэль, какого черта ты здесь делаешь? Прости, что потревожила вас, но я Пётли шли в библиотеку, чтобы позаниматься нашими школьными проектами, и если ты не против, не хочешь ли тоже пойти с нами? Женщина, уйди. О, Крис, ты тоже можешь пойти, конечно. Ну, мы типа заняты своими... Крис, вручай, что мне ей сказать-то? Веселимся в подсол. Мы же добрейшие, вы сами сказали. Ну, типа, мы просто тусуемся в кладовке. Просто 2 приятеля тусуются в кладовке, как нормальные приятели. Трогаем мету и все такое. Это прозвучит просто. Веселитесь там, вы двое. Я буду в библиотеке. Крис, если ты сможешь привести ее туда, это будет много днем меня значить. Одобряем максимально. Твич, принимайте меня. Подожди, Крис, что это было за чертовщина? Почему вдруг Ноэль предложила мне заняться домашкой с ней? Помереть захотелось. Она что ли провалиться хочет? Секундочку. Крис, смотри, почему она так нервничала? И типа покраснела, все такое. Крис, ты же не думаешь, что она, что она знает всю правду о нас? Нет! Ну типа, это темный мир и все такое. Черт, Крис, мы должны сохранить это в секрете. Я просто в тебя втюрилась. Трескалась, крашилась. Не пишите мне ничего про Дору. Ой, поняли? Типа, это же наше дело. Короче, хватит уже ждать, правильно? Погнали! Да, она работает. Снова. Как я счастлив, как я рад. Очень хорошо, Тоби Фокс. Блин, извините, я не перестаю его хвалить. Я ж скучал 2 года, я ждал это 400 лет. Я каменщик, работаю 3 дня. Вы же любите, блин, мою озвучку. Блин, сейчас старики, наверное, моего канала всплакнут. Ну, погнали. Эй, Крис, ты правда собираешься все время так медленно ходить? Типа, тебе это может и нравится, но ты умеешь бегать, прикинь? Пипец, у меня воспоминание открывается. Она то же самое говорила про сейчас. Мы вспомнили, что так, кнопки X. У меня управление, кстати, переставлено на адекватное. На ВСД я хожу, но всегда я так проходил. Игра Тоби Фокс. Вот мы и здесь. О, снова тут? Крис, Сьюзи, я не помню, как я его озвучил. Я вас так долго ждал. Ага, сколько прошло? День?
Ой, и вправду мало, да? А, у них все-таки совпадает, да, время с реальным миром? Просто у меня же раньше не было друзей. И я не знал, каково это так долго ждать. Отлично. Мы постараемся не дать тебе помереть от одиночества. Ставлю на то, что Ансер будет рад нам так же, как и ты. Он же король теперь, The King. Не Майкл Джексон, конечно, но... Эй, секундочку. А где Ансер? И где вообще все? Сьюзи, не беспокойся. Ты увидишь их С минуты на минуту. Фух, я уж думал, что тут мир типа меняется каждый раз, когда мы заходим. Типа некоторые персонажи удаляются, некоторые появляются. Просто немного подожди, хорошо? Хорошо. Эй, лучше бы этому не быть каким-то розыгрышем. Крис, я хочу тебя попросить кое о чем. Тебе нужно снова вернуться в свет и мир. И зайти в старый кабинет, справа от дверей в кладовой. Так, справа от дверей кладовой, я понял. Как зайдешь, собери с пола все, что найдешь. И принеси сюда. Справишься? О, я понял, типа перемещение вещей из того мира. Вау. Ну я так и подозревал в прошлый раз. Вы серьезно мне возвращаться? А можно? Хера себе, а почему в прошлый раз так нельзя было? Слушайте, очень круто. Ну, переход, конечно, слишком быстрый. Вы собрали с пола весь мусор. Так, все-таки моя теория в прошлый раз подтвердилась. Я на голове ношу, как и персонаж Андертейла, те самые лички. Вроде так это называется. Да. И превратили его в огромный мусорный шарик. А я не могу взаимодействовать? А, вы запихали все остальные шкафчик, даже коврик. Чё от меня надо? А, чтоб я просто... А я могу выйти из школы Нет. Погодите. И как там Крис? Интересно, Тори. Крис входит в мой список лучших учеников. А, ну, видимо, по 1000-7 он лучший ученик. Настоящая звездочка. О, как замечательно. Кстати, не замечала что-нибудь странное? Нет, просто... Все нормально. Ну, это успокаивает. Я просто Да действительно, все нормально. немного обеспокоена в последнее время. Так, а в последнее время... Альфис, не волнуйся. Я всегда на твоей стороне, помнишь? Блин, а это если в 17 лет оно будет выходить. Извините за мои рассуждения, я не могу. Вот, если 17 лет все это будет выходить, и команда разработчиков, если не расширится, все эпизоды. Нам что, Undertale 2 не видать? Я хочу Undertale 2. Хотя бы альтернативный, пожалуйста. Я всегда на твоей стороне, помнишь? Спасибо. Нельзя позволить маме увидеть огромный шар мусора прямо на голове. А я могу? Нет, не. Ладно, я думал, какая-то будет пасхалка. Слушайте, красиво крепятся, а мне бы такую укладку в реальной жизни, а? А то ветер и все. Даже лак не помогает, надо менять. Ладно, это уже мои проблемы. Эй, Крис, а где? Метросексуалы мы такие, да? Все? О, да ладно. Я не помню, как того чела крутого зовут, но это типа метатон местный. Красивый парень. Ой, опять это акцент появился. Угадайте. Блин, как я его озвучил? А, слишком пескляво. Угадайте, кто вернулся, клоуны? Ансер! Эй, Крис, фиг его знает, что там тебе удалось, но черт побери, да! Все здесь. Ну, что случилось с замком Ансера? Все пропало. Пропала? Да, когда вы запечатали фонтан, тот темный мир исчез. И стал обычной... А что, почему персы выжили? Стал обычной классной комнатой. А где тогда теперь будет жить Ансер? Не беспокойся, Сити. Мы захватим замок Рамзея. Зачем у меня пресет этого голоса и хранится в голове? Я же не робот. Всего лишь инопланетяне. Космические захватчики. Крис, чем больше жителей других темных миров ты проводишь сюда, тем больше сила нашего фонтана будет менять этот городок. Отныне враги, которыми мы щадим, будут поселены в нашем городке. Так что продолжай щадить врагов, хорошо? А, впрочем, давайте пройдемся по этому замечательному месту. Интересно, диалоги были бы другие, если бы у меня был сейф первого. Но теперь я буду сейф сохранять на будущее, на Google Диск, потому что я тогда даже вроде Google Диск не имел.
Главное не иметь чью-то мать. Запомните это. О, я, кстати, даже как в старые добрые времена, короче, поставлю по бокам арты. Да, вместо стенок. Короче, я сделаю все по олдскулу, ребята. Кто мои фанаты с 2020 года, с 2019, возможно, с 2015, но тех роликов уже нет. Короче, добро пожаловать снова домой. Мы также можем пойти на север в сторону замка. Там вас уже ожидает особый сюрприз от меня. Ха-ха, ты не сюрпризнешь? Чего? Сюрпризнешь меня? Если я сюрпризну себя первым. Кто последний, тот варята лица. Погнали, Крис. Ты ж не дашь ему нас обогнать? Погодите. Охренеть. Ах, ваш... Блин, как я его озвучу? Вроде так и озвучивал, как французы. Ах, ваша милость производила усилить всех нас и всех крат замка. Сей град воистину есть великолепен. Однако, чего-то явно не хватает. Быть может, стоит вам и детали? Превзойти на трон злого грустного правителя. Вроде так я его и озвучил. Хвансир пригласить меня мудрым отче. Затем на мне лежит готовка и уборка. Быть может, замесь мне стоит найти много приказчика, иного приказчика. Да. Теперь мне придется сбивать этот акцент. Извините. Охо, добро пожаловать в ЛПГ город. Кого? Это совпадение? Какой ЛПГ? Это мой ник. Let's Play Gamer, сокращенно. Надо было так Хироито тогда называться. Мое альтернативное имя. Я услышал, что он так называется. Точно? Стоп, ЛПГ? А как у других прохождений? Я посмотрю. Что за херня? Это просто совпадение? Пришел к мысли, что добро пожаловать и ко мне тоже. Ха-ха. Я думаю... Ой, это музыка, блин. Нам понравится здесь жить. Извините, что я так ностальгирую сегодня, но пипец, как будто бы это игра из моего детства. Ну, по сути, из детства моего канала, да? Пришел к мысли, что... Добро пожаловать, да. О, погодите, ребят, не-не, парни. Спасибо вам, командир, теперь мы свободны. Официально объявляю сегодняшний день днем независимых мясных сэндвичей. Спасибо вам. Да. Ну, иногда повторяются. О, я могу пройти. Этот парень всегда выглядит так, будто берет от жизни все. Может, потому что он выше меня званием. Ну да, я буду чекать по 2 раза диалоги, сами знаете. Я не понимаю. Мы как будто переехали? Ну да, по 2 раза диалоги, но я буду чекать. А я вспомню, как озвучивал его. Хе-хе, приветствую, странники. Это голос моего рассказчика вот такого вот, только более грубый. Говорить, дружище. Так мы теперь в городке у замка. Что ж, для меня это ничего не меняет. Пока я остаюсь в своем магазине, эти стены не изменятся. Но в каком-то смысле, наверное, это немного забавно вновь увидеть тебя. Я уверен, спустя столько лет, я уверен, что у вас троих будет интересное путешествие. А я продолжу продавать это старый хлам. Когда же вы найдете сокровища покрупнее, я уверен, что у вас не будет причин возвращаться сюда. Но если у вас есть время, готов угостить вас печеньем и советом. Маленькому принцу есть что показать вам в своей замке. Неужели вы хотите отказать королевской особе? Ну да, все. Блин, мало он в этот раз говорит. Оставайтесь или потратьте свое время на что-нибудь еще. Вываливайте мусор. Ну, мне продавать нечего. Темная конфета. Ну, тут хил, короче, можно закупить. Конские расценки, конечно. А, что за жуткий меч? Интерная карта. Слушайте, я начинаю вспоминать. Еще увидимся. Или нет? Ха-ха. На эту фразу я помню. Кафе. Ой, погодите, блин, я теряюсь. О, тут можно пройти.
Похоже, сердце нравится это место. Она надеется, что вам тоже нравится. А, это просто мои мысли, я должен был озвучивать таким голосом. Ну, извините. Мама мила, добро пожаловать в пекарню Круть. О, это тот чувак. Наши повара показывают всю крутизну своих навыков. Всю крутизну своих навыков в нашей выпечке. Сегодня у нас ознакомление. О, ну вот эта тема. Пожрать есть что? Я, конечно, ненавистник сладкого, но... Надеюсь, тут есть итальянская пицца, верно? Так, добро пожаловать в пекарню Круть. Я ее кузнец, Малиус. Я не знаю, для чего предназначены все эти странные инструменты, но мои навыки позволяют мне объединить предметы для создания новых. Поговорить? Хлеб? Что за технику вы упомянули сейчас? Погодите. Ну только так, да? Хо-хо, я шеф-ансер. Попробуйте мои восхитительные печеньки ручной работы. Они бесплатны за небольшую цену. А сколько это стоит? Нисколько. Взять? Нарекаю вас печенькой и муленой. Предмет лансерный... Нихера себе, это хил? Тварь! Ждите, я еще не восстановился после... Это можно хил бесконечно брать. А как инвентарь открывается в этой чертовой игре? Во-первых, что у нас в настройках? Ну ладно, громкость это нормально. Управление. Тут можно менять управление. Вау! Так мне не придется дополнительную программу использовать. Стоп, а это было? Этого не было ни в Undertale, ни в первой части же. Я сохраню... Автобег? Не, давайте выключим. Чтоб для этого, для красоты. Что такое VFX? Короче, я разберусь потом. Обязательно. Разберусь. Ну да, тут больше ничего нет. Ну очень интересно. У нас сегодня чисто такая серия. Реально, что такое упрощенный... Ну раз упрощенный, то не надо. Ладно. Навыки. Командует отрядом через действие, наносит урон темной энергией. Существо темного мира завел у друзей. Так. Деревянный меч. Ну и шарф, да. Интересно, остались бы вещи, если бы я бы играл тогда? Так. Даже инфо не нужно, да? Или я с Undertale путаю? Уже все забыл. Это печенье похоже на лицо Лансера. Возможно, это не печенье. Плюс 1 ОЗ! Короче, оно нам, похоже, нужно для квеста какого-то. Вот. Так, давайте в кафешку. Вот. Пол похож на бар из Undertale. Здорово проводить время с сердцей, моей лучшей подругой. Лучшие подруги ЛП? Извините. Эй, босс, я буду звездное парфе из темной конфеты. Окей. Лимонад, пожалуйста. Сердце выглядит довольный. Ну, хорошего вам свидания, черт побери. Музыкальный автомат сломан. Похоже, работающий вы никогда не найдете. Блин, какая просто прекрасная игра. Вид на город какой-то. Мэн, есть что? Мама мия! Я хотел открыть здесь пекарню, но кто-то уже занял мое место, кстати, реально. Кафе, в котором продают выпечку. Варварство. Как еще будет унижено кулинарное искусство? Жители? Мы сегодня будем читать. Говорят, что он чей-то лучший друг. Но, возможно, что и нет. Продолжай сиять, ты, безумный Рубин. Мы будем долго проходить. Куда поместить? Я не понял. Можно листать. Удобно. Сердце с большим сердцем. Своими снарядами способно растопить даже самое чувствительное сердце. Простой организм. Пешка. Что идет по жизни клетка за клеткой. Но станет ферзем. Пылик. Очень пыльный кролик. Знает грязные приемы, но предпочитает чистую игру. Боксер. Меняющий форму боец. Иронично. Но блокирование не его сильная сторона. Жазл. Плачет от счастья из-за того, что теперь вы его босс. Бубен Рейнджер. Одержим шоу про рейнджеров. Постоянно доказывает всем, что он лучше Бубена. Сердце голова. Сильнее сердце.
но имеет меньше друзей. Интересно. Мой амигос, добро пожаловать в пекарню, если бы... Приз? Мама мия, пока сия фиолетовая девочка с вами, от меня вы не увидите никаких подарок. Понял, надо будет как-нибудь по квесту сюда вернуться, когда ее не будет. Кого это волнует? Торт я могу получить и от Розе. Но как же мои уникальные навыки? И не судите меня, если сегодняшняя выпечка будет немного пересолена. Это очень жестоко. Погодите, куда еще не приперся? Вот. Ого, наш дом, Додзе. Я не помню, как я озвучивал. Вроде как 3 разных голоса. Ого, наш дом, Додзе. Побуждает меня сражаться. Может, пойдем поспим? Вечеринка каждый день. Я самая старшая. Мы одного возраста. Не, извините, я включу автобег. Это какой-то кровать на 3 или на одно 3-головое существо. Погодите, я включу автобег. Все-таки в прошлый раз я с автобегом играл. Что-то геморрой немного. Кое-что трогать. Во! Эй, босс! Хе, я так рад иметь хорошего босса, что готов заплакать от радости. Но я не буду. Я на работе, я буду плакать дома с детьми. Босс, вы сильны, но учиться можно бесконечно. Следующий шаг после обучения — тренировка. Кстати, у меня сегодня тренировка. Итак, мы с парнями основали додзё для вас. Пройдите через испытания и получите несколько крутых призов. Да, еще и крепче станете. Мы сделаем вас сильнейшим, босс. Какое нахер испытание? Погоди, меня убьют? Нет. Работа над новым испытанием уже ведется, так что возвращайтесь, босс. Погодите, мне страшно. Похоже, на наших картах не было предупреждений о сражениях. К счастью, для тебя, надеюсь, ты не встретишь моих друзей. Да. О, боксер. Наконец-то додзё для существ нормальной формы. Короче, это просто похожая PvP-арена, где можно деньги фармить, круто. Я еще в Undertale про это думал. Я буду готовиться к турниру. Хорошо, мэн. Я мастер сражений, задавайте свои вопросы. О, интересно. Миллиметраж. Когда к тебе летят снаряды, попробуй двигаться не спеша. Ну, это я знаю. Они летят ровно туда, где только что была душа. Узнав про это, теперь ты можешь передвигаться по чуть-чуть. Пен лишь только набираю урон не получать ничуть. Это я знаю. Нора. Нужную сумму не смогли получить. Про нашу... Нору. Нору не хочу говорить. Зона поражений. Снаряды не всегда такие, как им могут показаться. Чем они больше и страшнее, тем меньше стоит их бояться. Урон ты получишь лишь только изнутри. Кстати, а в Дельтарун же нет такой темы, что если синий снаряд, то нужно стоять, а если оранжевый, то двигаться. Помните про синие знаки стоп. Так стань же сильнее, размер изучи. Окей? Что еще есть? Там мы прошлись? Ну и все, да? Еще увидимся. Хорошо? Сохранку мне дадут? Городок у замка изменился под влиянием силы дружбы. Вы наполняетесь силой архитектуры, основанной на дружбе. 32 минуты, ну на этом будем заканчивать. Сегодня у нас прям такой выпуск был нормальный. Точно сохранился? Сохранить? Что за склад нахер? Жители. Ого, карма... Охренеть, какое-то усовершенствование. Руководство прочитать? Ну давайте прочитаем и все. Если пощадить или усмирить достаточно врагов одного типа, они будут приглашены. Позже они поселятся в вашем городке. Интересно, что будет, если пригласить их всех? Вы можете проверять жителей на точках сохранения. Часть боссов вне списка. Ну я так подозревал. Напоминание о системе управления можете изменить ее в настройках. Z — подтвержденные и взаимодействие с объектами. X — закрыть, удерживать для бега. Я смогу на нампад, надеюсь, переключить, да? Потому что иначе я инвалидус. Меня очень управление трогает в играх, серьезно. Сразу минус 90 скилл, тупо, если наоборот оно. Так, меню удержите для быстрого пропуска диалогов. Ну, это я знаю еще с Undertale. На точках сохранения вы можете получить доступ к складу.
Если не останетесь места, купленные или найденные вами предметы отправятся туда. Не стесняйтесь класть туда вещи, которые еще не удалось применить. Не нашлось. Не нашлось применения. А если нажму не читать? Будет какой-нибудь секретный диалог? Да? Некогда читать книги. Это какая-то отсылка, уже второй раз. Что ж, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Я благодарен вам, что заказали у меня. Спасибо. Кто этот герой? Вот его ник. Спасибо. Блин, такое настроение сразу. Времена, когда я был не до конца витюбером. Забавно. Что ж, всем пока.